Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу для вас показать качество сборки Exeed LX. Как вы все знаете, этот автомобиль у нас новый, 2022 года. И, как заявляет компания Exeed, а именно Chery, это новая премиальность от нашего бренда Chery. Так давайте мы с вами здесь узнаем, разберемся, что такое премиальность от китайцев. У автомобиля по заявлению Exeed полностью оцинкованный кузов, а именно двухсторонняя оцинковка, кроме крыши. На самом деле, мое личное мнение, что вот компания Chery и Exeed в том числе, они оцинкованы более правильно, лучше, чем именно китайский бренд Geely, которым я являюсь владельцем. Ну, сейчас, друзья, давайте мы с вами посмотрим этот автомобиль на лакокрасочное покрытие. А также хочу отметить, что китайцы сделали очень грамотно. Эта часть у нас идет пластиковая, соответственно, весь удар идет на пластик, всего пескоструя, всех мошек и всего прочего. Соответственно, здесь у нас будет меньше зона риска капота. Капот вы, кстати, можете не бронировать пленкой. Здесь лакокрасочное покрытие вполне себе хорошее. 120, 124, 126. Вполне неплохо. Но, тем более, это премиальный Exeed. Давайте посмотрим крылья автомобиля. 116. 120, боковые двери, 121, 137, кромка крыши 108. Маловато, конечно, но для многих европейцев, в принципе, это норма, но я настоятельно рекомендую крышу оклеить дополнительной бронепленкой. Смотрим далее автомобиль. 130 у нас идет задняя дверь, задняя корма автомобиля 112. 110, лючок пластик. И самое интересное, кстати, по спойлеру в автомобиле устранили дефекты предыдущих Chery. Соответственно, здесь ничего не скрипит, спойлер не ходит, стоит намертво, как и должно это быть в нормальных автомобилях. Очень красивая оптика у Tiggo 8 Pro Max, но спойлер они так и не научились нормально делать, наши друзья-китайцы. И также хочу сказать, что нету никаких зазоров, как было в моем тесте Chery Tiggo 8. И когда моешь автомобиль, заливается вода, уходит через это. То есть, соответственно, он полностью не герметичный спойлер был на предыдущих автомобилях. Здесь же они исправили этот косяк. Также хочу обратить внимание, есть нить обогрева дворника. И дворник не обычный no-name, а именно Bosch. Соответственно, с обогревом и чисткой заднего стекла в плохую погоду, а именно зимой и осенью, все это будет отлично справляться со своей задачей. И также есть даже дополнительные обтекатели. В принципе, все сделано очень даже грамотно. Итак, смотрим мы. Значит, вот эта часть идет пластиковая. Светодиодная часть оптики сделана тоже правильно, они исправились после Chery. Здесь, как вы помните, раньше в Chery были две секции, здесь у нас идет полностью нераздельная часть светодиодной крышки багажника. И, кстати, друзья, хочу очень хороший показать момент, как исправились Chery. Очень, конечно же, красивая оптика. И вот здесь стоят дополнительные отбойнички. Вот здесь вы видите. Также сделано и на фаре, для того, чтобы фара от вибраций не натирала лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. В предыдущих Chery, как вы помните, были такие моменты, люди разбирали вот эту полную саблю и проклеивали дополнительно, чтобы не было натеров именно с лакокрасочным покрытием. И сейчас уже автомобиль у меня давно на тесте, но я только сейчас заметил, что Chery даже отсюда забывает снимать свой логотип, хотя хотят полностью перейти в премиум сегмент. И давайте посмотрим крышку багажника, друзья. 120, нижняя часть багажника, 114. Неплохо. Очень даже вполне себе хорошо. И задняя часть крыши 114. Вполне себе отличное показание. Теперь осмотрим наш автомобиль. Здесь такой псевдовыхлоп. На самом деле выхлопная труба и банка с одной стороны, с левой. Здесь у нас идет такой бутафорский, самый настоящий выхлоп. В автомобиле установлены диски 19 диаметра. Самый плюс то, что они идут под брендом Continental. Ну, конечно, китайской
китайского производства, но при этом управляется на этой резине автомобиль превосходно. По коробке и двигателю у меня нет никаких претензий. Это, как по мне, лучший вариатор, которым я ездил, особенно после аркановского вариатора. Ну и, конечно же, пара коробка-вариатор работает очень даже хорошо. Управляемость замечательная, но опять же, смотря на каких скоростях. Этот автомобиль мне понравился больше, чем Chery Tiggo 8 Pro обычная модель, потому что здесь задняя подвеска у нас многорычажная, а именно двухрычажная, и со скорости свыше 140 при перестроении и при обгонах машину приходится ловить. Опять же, упомяну, что я владелец Geely Coolray, у меня стоит сзади балка, и машина на скорости до 200 управляется превосходно. Я ее не ловлю, она при перестроении замечательно перестраивается, и я не приношу усилий, чтобы подхватывать автомобиль при перестроении либо обгоне. Спереди вы видите полностью светодиодную оптику. К сожалению, отсутствие противотуманных фар, как факт того момента. Но многие сейчас производители уходят от противотуманок, но все равно я считаю, что это нужно в каждом современном автомобиле, так как здесь фары неповоротные, так как физику никто не отменял. Ну а также вы можете увидеть расположение нижней камеры кругового обзора. Круговые камеры включаются только на скорости до 25 км в час. При включении на скорости у вас ничего не будет включаться. Допустим, в Geely Coolray это включается, и ты используешь их как слепые, мониторинг слепых зон. Здесь в автомобиле тоже он присутствует и работает, кстати, весьма адекватно. Но здесь же, опять же, камера находится слишком низко, и в любом случае пескоструй будет изнашивать ее пластик, ну и еще что-нибудь может туда прилететь. Ну да ладно. Передняя часть автомобиля выглядит очень интересно. Также габаритная полоска светодиодная присутствует. Также можно вспомнить Mercedes. Очень красивые повторители поворотников. И также вы видите, что часть зеркала смещена вниз, как, допустим, в Geely Tugela или других европейцев. И действительно, обзорность в этом автомобиле очень хорошая. Ну и превосходит, конечно же, Geely Coolray. Также в автомобиле вы можете увидеть прикрытые пороги. Давайте мы интересное посмотрим на задней части автомобиля. Как вы видите, уплотнители работают очень хорошо. Вот есть как раз моменты прилегания этого уплотнителя. Мелкий песок, конечно же, все-таки немножко пропускает этот уплотнитель в нижней части контакта. При этом вот они, уплотнители, сделаны вот таким образом, и крепятся они на пистоны. То есть они на самом деле очень плотно держатся. Также, друзья, задние карты дверей наконец-то у нас из такого более-менее мягкого пластика. Здесь эко-кожа, вставка под дерево. Ну, здесь китайцы не сэкономили. Но сейчас я вам расскажу, где они сэкономили. Обратите внимание, форточка, хук, дешевые китайские стекла. Номер один завод по остеклению для дешевых бюджетных автомобилей. Ну, многие это делают, многие ставят. Фуяо — это средний класс для производителей. Ну, что-то среднее, более-менее эти стекла ставятся. Также на более брендовые автомобили, как BMW и прочие. Стекла Фуяо, а передние Хук, китайские, опять же. Почему они так сделали, интересно? А потому что здесь идут двойные стекла. Но на самом деле они очень тоненькие, эти двойные стекла. Потому что даже наш Фуяо, который расположен сзади, одно стекло более-менее толстое. Поэтому, мне кажется, эта опция только для галочки. Для того, чтобы прописать в прайс-листе то, что автомобиль имеет такую дополнительную плюшку в виде шумоизоляции для автомобиля. По салону кожа эко. В принципе, царапин, ничего такого нету. Сшита она посредственно в некоторых местах. Ну, именно если говорить вот здесь. Это, опять же, можно придираться. Но я могу сказать, что, допустим, в моем Coolray Geely еще сделано хуже. Здесь, по крайней мере, она пахнет до сих пор таким же запахом неприятным, каким-то рыбным, как и в Хавале, к примеру. Вот от этого, конечно, надо уходить, от этого запаха, что-то с ним делать. Ну, понятное дело, что со временем оно проветрится, но все равно как-то не очень приятно. Жалко, что в этом автомобиле, хоть он и премиальный, нету
вентиляции сидений. Ее действительно здесь не хватает, особенно в жаркое время. Пороги в передней также у нас прикрыты, все замечательно. А вот здесь такой же губчатый уплотнитель, как и в моем автомобиле, который собирает влагу. На самом деле европейские бренды тоже они используют этот бренд, тоже используют эту уплотнитель-губку. Но когда автомобиль оцинкован двухсторонней оцинковкой, то переживать нечего. Мой Geely Coolray оцинкован только с внешней стороны панели, поэтому внутри процесс гниения никто не отменял в моем автомобиле. Здесь же все хорошо и, можно сказать, плюс. Эта часть мягкий пластик, верхняя часть мягкого пластика, и также вы можете увидеть переднюю панель производства Фуяо. Также очень интересный момент с нитями обогрева. Лобовое стекло полностью обогреваемое, но зона обогрева заканчивается вот здесь. Где я держу ладошку, там не будет обогреваться в зимнее время лобовое стекло. Производитель решил сэкономить. Заднее стекло у нас тоже используется хук, более дешевое. В чем минус этих стекол? Оно очень сильно пескоструится. От любой пылинки очень оставляются легко все царапины. По зазорам в автомобиле все сделано ровно. Китайцы действительно учатся на своих ошибках. Поначалу я очень сильно придирался. Но вот, например, VX мне не очень понравился по зазорам. LX сделан чуть-чуть лучше, но, допустим, вот здесь это уже конструктив автомобиля. Как по мне, слишком большой зазор, но он на самом деле симметричен. Что с одной стороны, что с другой. И, друзья, давайте откроем багажник. Багажник у нас имеет электропривод, подсветка в левой части багажника. Автомобиль имеет дополнительный подпол и очень хорошую твердую крышку подпола, которая действительно много чего может выдержать. А снизу мы видим докатку. И самое интересное, мой любимый производитель шин Link Long, хотя автомобиль идет в континентале. Также вот так вы можете увидеть шумку, которая идет стоковая в данном. Объемность у данного автомобиля 336 килограмм. Сервопривод багажника. Кнопка сервопривода багажника находится в очень низком положении. Вот она кнопка. И камера также расположена снизу и уже запескостроена. Жалко, что очень низкое положение. Также плюс, что есть светодиодная подсветка для вашего заднего номера. Также в автомобиле, если бы не было сервопривода, очень вот такой вот сильный зазор пластика, не хватает клипс и более жесткой посадки этого пластика. Если бы вы использовали автомобиль без сервопривода, он бы уже натер лакокрасочное покрытие внутри багажника. И сейчас уже, кстати, даже видно небольшую полоску от вибрации при закрытии данного багажника. У автомобиля 1,5-литровый турбомотор, которого мощность 147 лошадиных сил. Также он работает в паре с вариатором, который имеет 9 квази-передач. По связке все отлично, мне очень понравился автомобиль. До 100 км в час очень быстрая, бодрая динамика. Начиная со 100 км в час уже ее не особо хватает для обгонов. Если сравниваем опять же с Geely Coolray, там динамики достаточно. Также вы видите, под капотом есть пневмоупоры. Доступ очень элементарный и классный для водителей. Дополнительные секции уплотнений. И, в принципе, за 8000 пробега весьма хорошее подкапотное, весьма чистое подкапотное пространство. Единственный минус, когда ты ходишь и даже снимаешь обзор, автомобиль то открывается, то закрывается. Достаточно просто перейти в переднюю часть автомобиля, и он захочет закрыться. Вот сейчас вы видите. То есть бесключевой доступ реализован не очень правильно. Его бы лучше бы, конечно, производителю доработать, увеличить вот эту вот зону действия, именно радар датчиков. Также вы можете увидеть в автомобиле китайский аккумулятор и форсунки омывателя находятся также под капотом. Их две, они обогреваемые. Есть дополнительная шумовиброизоляция, теплоизоляция. Очень удобно расположена бачок для омывающей жидкости, ну и
вот этот необычный такой тюнинг от китайцев. Вот вы можете увидеть эту фару. Очень интересно выглядит, так дерзко. Но вот эта часть, это дополнительный пластиковый элемент. То есть китайцы решили не делать немножко другой дизайн, а решили просто сделать накладку в виде такой слитной брови. И, кстати, хочу сказать то, что антикора заводского здесь внутри капота нет. Это как факт. Вот вы можете увидеть, как выглядит автомобиль полностью закрытым капотом. И вот эта вот пластиковая накладка выглядит, ну, не совсем, скажем так, немножко инородно в дизайне самого автомобиля. Можно было сделать какую-то интересную дизайн фары, но китайцы пошли простым элементом, сделав вот эти две части пластиковые. А так, если мы обойдем и посмотрим по характеристикам этот автомобиль, то вы сможете увидеть Chery Tiggo 7 по самому кузову. Все точно так же. Габариты абсолютно идентичны с Chery Tiggo 7. И, конечно же, этот автомобиль построен на платформе T1X. Соответственно, это платформа Chery. Но немножко они сделали модернизацию под премиум сегмент. И самый неприятный момент, мой любимый, такой же сильный зазор, как и в моем автомобиле Geely Coolray. Соответственно, зимой здесь постоянно у вас будет скапливаться наледь. При открытии задней части багажника вы будете рисковать сервоприводом, либо этот лед может вам натереть лакокрасочное покрытие. Если его, конечно же, не счищать перед тем, как открыть багажник. Не очень удобно. То есть бывает либо более мелкий зазор, где этого не... Бывает более мелкий зазор, чтобы не было таких неприятностей, либо бывает автопроизводитель делает дополнительную внутри резинку уплотнительную. Дальше я хочу вам рассказать про такую ситуацию. Вот вы можете увидеть вот такой-то интересный дефект. Это резинка форточки, форточка хук, как я говорил. Но уплотнитель здесь не самый качественный. Возможно, это получилось таким образом, что при мойке автомобиля ее немножко срезало. Ну, на самом деле резинки не должны смываться под напором мойки высокого давления, потому что обычно автопроизводители делают из таких материалов более устойчивым даже к таким моментам. Кстати, вот эти задние части вы можете увидеть, что это пленка. И поклеена на заводе Chery она не особо качественным методом. Вы можете увидеть вот эти вот пузыри, которые мы можем сейчас немножко пальцем размазать. Здесь уже идет как бы голый металл, но при этом обклеенный вот такой вот пленочкой. А вот Kia Sorento Prime тоже графит. Цвет, конечно, у него отличается, но здесь уже идет пластик. Это просто я опять же констатирую факт. Опять же, по зазорам автомобиля все очень хорошо, даже удивительно. По обогреву лобового стекла, к сожалению, сейчас лето, я не могу ничего сказать, как он работает. Зона обогрева очень маленькая, тут только можно надеяться на сам конструктив, насколько они правильно сделали угол вентиляции, чтобы обдув эффективно работал и обдувал боковые уголки у лобового стекла. Поэтому, друзья, очень рекомендую, если вы будете покупать любой китайский автомобиль, обязательно съездите на тест-драйв в зимнее время. Проверьте теплые опции, как они работают, как вам удобно в них или нет, нравится ли вам их принцип действия. Также очень хорошо, что поводки находятся ниже, чем капот. Мне такой конструктив нравится. То есть все реагенты, которые летят на капот, они не должны сюда заходить на них. То есть, соответственно, поводок у вас заживет более дольше, и он не будет ржаветь, как у многих автопроизводителей. А также по дворникам, если задний дворник у нас Bosch, спереди тут какой-то китайский нонейм. Надо тоже смотреть, как они работают зимой, не будут ли они замерзать на скорости. Ну и автомобиль опять у меня заблокировался. Снизу вот эта часть, дополнительная секция для того, чтобы проецировать вам надпись Exit в темное время суток. Здесь вы можете увидеть, вот так расположена личинка для открытия механическим ключом в данном автомобиле. И автомобиль вот так вот вас приветствует анимацией
Вот так вот вы ждете, пока она прогрузится. И в автомобиле, конечно же, есть регулировка, электрические регулировки как пассажира и водителя. Но у него есть также память в 3 положениях. Но эту память вы можете активировать только когда загрузится головное устройство. Зайти в настройки, пока она прогрузится. Настройки. Персонализация. Настройки сидения, и вот вы выбираете. Правый блок вам потребуется для того, чтобы сохранить нужные вам настройки. Первые 2-3 положения — это уже настроенные конфиги вашего сидения и ваших зеркал. Честно говоря, не очень быстро. Было бы намного удобнее, если бы в автомобиле были бы уже вот такие кнопочки, в которых мы могли более быстро, тактильно их активировать. Слева вы видите пассажирскую левую карту двери, мягкие элементы, мягкий пластик. Низ, конечно же, у нас жесткий. И дополнительно эко-кожа. Опустим стекла и посмотрим. Ну, не сильно дребезжат передние сиденья, передние стекла. У заднего, да, люфт есть, причем такой сильный. Здесь более-менее. Ну, опять же, здесь двойное остекление. Вы видите, я ранее показал, как пороги защищают вам, как резинки на порогах защищают вам порог. Но вот немножко может залетать. То есть, ну, где-то местами он может не идеально прилегать к самому порогу. Там есть небольшие зазоры. Также вы можете увидеть то, что в автомобиле не штампованные двери. Опять же, это из-за того, что база автомобиля сделана на Chery Tiggo 7. И сейчас я вам покажу вот как раз вот такие сварные швы. Ну, для китайцев, в принципе, это нормально. У Geely вот эти швы выглядят намного хуже на самом деле. Но, друзья, это опять же китайский премиум. Я рассчитывал на полностью штампованные двери, если честно. Так, друзья, самый интересный момент. Когда я взял этот автомобиль на тест, я заметил, когда на скорости больше 60 км в час при включенном кондиционере у меня начала завывать панорама. Я не понял, что это такое происходит сейчас. Я даже остановился для того, чтобы разобраться с этой панорамной крышей. Хочу сейчас заглушить двигатель. Мы его заглушили. И закрываем автомобиль. Вытаскиваем ключ. Ну да, у нас просто только шторка закрывается. А так, сама панорама, как она была, так и есть. Соответственно, с закрытой шторкой еще не так сильно сквозит. А вот если вы ее открываете, это просто какой-то ужас. И потом, поездив немножко в автомобиле, немножко попав под дождь, я увидел, что вот в таком положении люк закусывает уплотнитель. Сейчас уплотнитель, получается, у меня как-то деформирован. И от этого как раз приходит завихрение воздуха в автомобиль при закрытой панорамной крыше. Сейчас я открыл полностью люк. Как вы можете увидеть, люк открывается снизу. То есть у нас очень сильно панорама съедает зону для головы, для высоких владельцев. Далее объясню, почему и как это выглядит. У Колрея, к примеру, у него конструктив люка выходит за заднюю часть люка, панорамной крыши. А здесь же, конечно же, он идет снизу, не особо, скажем так, сама зона панорамной крыши, сама зона открытия люка намного меньше из-за такого технологического конструктива. И вот вы можете увидеть, как реализован все вот эти моменты, электронные блоки, которые находятся на крыше. На самом деле, даже Geely здесь все скрывают пластиковым каркасом, либо металлическим. А вот эти направляющие, если какая-нибудь ваша новая спутница будет, какая-нибудь спутница вылазить в этот люк, она может пораниться, если вдруг что-то будет держаться за эти салазки. Если за них немножко зацепиться, либо прикоснуться. Поэтому, друзья, вот с люком вот такие моменты. При покупке автомобиля обязательно обратите внимание на этот конструктивный недостаток, а именно про уплотнительную резинку, которая расположена на первой части люка, которая выдвижная.
Ну и, конечно же, я бы лично вам рекомендовал купить автомобиль без люка в минимальной комплектации. Сам автомобиль реально хорошо едет, и люк, в принципе, наверное, не такая опция, которая нужна. При этом вы опять же видите вот эти все резинки, никто не знает, как они поведут себя на долгом сроке эксплуатации. Здесь, если увидеть, присмотреться, можно увидеть типа такой вот герметик вокруг резинки. Скорее всего, опять же, тоже после мойки он каким-то образом не полностью, не хорошо прилегает к самой резинке. Ну, такие вот материалы используются в данном автомобиле. Итак, друзья, а теперь я хочу рассказать по поводу посадки в автомобиле. Вентиляция сидений отсутствует, есть подогревы сидений как передних, так и задних, но нижнее положение вот сейчас активировано. И если я сажусь со своим ростом 197 сантиметров, я упираюсь прям в потолок. И я никак не могу найти нормального положения для того, чтобы мне было комфортно ехать в этом автомобиле. Максимально можно только опустить спинку сидения, и благодаря этой спинке сидения ехать более вальяжно. Но однозначно плюс в этом сидении то, что у него есть регулируемый поясничный упор, который может ездить в этом диапазоне. Из плюсов в автомобиле есть подсветка, бортовой свет. Подсветка для водителя и пассажира сделана раздельно. Также зеркало заднего вида с автозатемнением. В автомобиле установлен датчик света и датчик дождя. Датчик дождя работает, неплохо, но не превосходно. Датчик света очень часто ошибается, и действительно, если вы используете авторежим подсветки регулировки, то в вечернее время у вас он будет либо включать ближний свет, либо габариты, ну и постоянно будет меняться контрастность, автояркость вашего приборки и головного устройства вашего автомобиля. Здесь имеет CUDA Link, Apple CarPlay, Android Auto, лимитер скорости, круиз-контроль и вообще управляемость этого автомобиля я расскажу в отдельных коротких роликах. Заходите на канал, не забудьте подписаться, и там вы сможете увидеть более детально про данный автомобиль. Слава богу, что в автомобиле есть регулировка водительского и пассажирского ремня безопасности. Также вы можете увидеть то, что руль регулируется в двух плоскостях. Немного не хватает угла наклона, и чуть-чуть я бы еще сделал вылет вперед. Но опять же, это на любителя. Опять же, скажу, что бортовой свет очень красивый. Аэроглонасс выведен адекватно, правильно. Нет отдельной инородной кнопки. И компания Chery молодцы, что сохраняют в своих автомобилях отечник. Это очень важно для нас, автомобилистов. И вот из плюсов. Также есть охлаждаемый бокс для вашей бутылки. Вы можете сюда что-нибудь дополнительно положить. Также здесь есть метка для вашего ключа. Если у вас села батарейка, кладите сюда свой смарт-ключ, и автомобиль заведется. Есть вот такая дополнительные подстаканники, которые на 8000 пробегов уже имеют сильный люфт, и при езде в автомобиле, при торможении резком, они могут хаотично останавливаться и мешать вам своим звуком. Не очень приятно на самом деле. Также есть подлокотник, тоже имеет вылет, но если вы на него сильно давите и стиль вождения у вас динамичный, вы будете в ритм с ним при торможении останавливаться. Ну, тут, конечно, мне кажется, немножко недоработали. Но я надеюсь, что китайцы со временем в новых своих партиях исправят какие-то мелкие косяки. Очень главное, чтобы все-таки лимитер скорости в этом автомобиле они исправили, и он мог бы тормозить двигателем. По материалам. В этом поколении сделано глянцевый пластик, черный, очень маркий. Вся пыль сюда скапливается и царапается моментально. За 8000 пробегов вы сейчас можете увидеть, как сильно зацарапалась эта центральная консоль. Ну, есть и даже пепельница для курильщиков.
К джойстику, в принципе, ты привыкаешь, но нет возможности перейти сразу из D в R. К этому надо тоже смириться и привыкнуть. По климату, опять же, я скажу, что в зимнее время вам будет намного лучше понять, как он работает. В летнее время, в принципе, его хватает даже для 5 людей при полном забитом салоне, если мы включаем дополнительное включение рециркуляции. Также, насколько я помню, в Cherry Tiggo 8 Pro можно было отключить все звуки, вот эти вот, но здесь, например, на ГУ я смог выключить все дополнительные звуки. А здесь, к сожалению, так нельзя, и также нельзя регулировать подсветку. И, с одной стороны, это, да, прикольно, что они сделали вот такие прикрутилки, но все равно приходится, допустим, обогрев лобового стекла включать на головном устройстве. Если вы едете где-нибудь по плохой дороге, вам нужно держать свой руль, вам придется пользоваться ассистентом для того, чтобы он включил вам обогрев, допустим, лобового стекла. Давайте проэкспериментируем. Привет, Exit. Привет, Exit. Я вас слушаю. Включи обогрев лобового стекла. Подогрев сидений недоступен, передний ряд. Ну, скорее всего, из-за того, что автомобиль сейчас не заведен, он не понял мою команду. При этом в автомобиле, кстати, вот эта панель, она не особо бликует, хотя сейчас вам на экране может показаться то, что может бликовать. Мне, в принципе, за время теста все это, в принципе, не мешало. Я ехал с открытым люком, с открытыми окнами, и, в принципе, должны были быть какие-то боковые блики. Но в любом случае, если вас это будет не устраивать, можно наклеить дополнительную матовую прозрачную пленку, чтобы устранить данный дефект. По материалам. Вот эта пластиковая часть, да, если нажимать, она будет, конечно, скрипеть. Здесь фальш-диффузор типа а-ля Hyundai Tucson. И вот такие воздуховоды, в принципе, сделаны неплохо, элементарно, красиво. Но вот в этой части, если надавить, нажать, есть вот такие скрипы. Поэтому, друзья, при проверке автомобиля, когда будете покупать, проверьте, сделайте антишум дополнительный, чтобы потом в дальнейшем в эксплуатации зимой у вас не было никаких проблем. Также хочу показать вот такой момент. Просто первый раз встречаю это в автомобиле. Ваша вот эта торпеда, она находится ниже, чем капот. Вот вы сейчас можете увидеть границу. И китайцы решили, чтобы, не видеть, сам владелец не видел потроха, сделать вот этим вот притонированным лобовым стеклом. Чтобы просто не мозолили глаза. Потому что так бы вы видели свои форсунки омывателя, и, в принципе, дворники. В первый раз такое вижу решение. Обычно торпеда всегда выше, чем капот. Но напишите в комментариях, может быть, вы видели такие решения еще в каких-то автомобилях. Также на лобовом стекле есть встроенный видеорегистратор Full HD и карточка памяти. И вы можете все записывать и смотреть в своем автомобиле. Сейчас я вам это покажу, как это работает. Снимает все так же, как и в Geely Coolray, показывая ваши все действия, поворотники и другие моменты. И, кстати, весьма очень хорошая картинка у данного видеорегистратора. Также можешь снимать с интервалом. Единственное, что мне не понравилось, это то, что камера 360 работает только до 20 км в час. 25, извиняюсь. Только То есть, если вы включаете поворотник, у вас они до 25 км в час будут срабатывать. На высокой скорости они не работают. В Coolray, Geely, опять же, это все работает. И, кстати, вот эти вот тоже барашки кондиционера очень сильно зацарапаны. Сейчас прям это отчетливо видно. Здесь есть режим часов. Если нажимать второй раз, он синхронизирует две зоны климат-контроля. Бардачок имеет микролифт, но подсветка в бардачке отсутствует. На самом деле удивительный премиум, когда нету такой банальной опции, как подсветка в бардачке. И бардачок не особо большого объема. Здесь два USB порта, один перекуриватель и беспроводная зарядка. Расположена, конечно же, снизу. Кожа на руле более-менее приличная. Местами видно нити обогрева в этой зоне области.
Не знаю, насколько ее хватит, но сделано немножко некачественно. Нитки в автомобиле также торчат. По сиденьям ржавчины я не обнаружил. Но само сиденье, конечно, не хватает положения еще ниже. И такой же момент, как в моем Geely Coolray, некуда девать ремень заднего ряда. Он очень часто может быть зажеван спинкой сидения, а спинка сидения не имеет регулировок. Она только в одном положении. И вот центральный плафон расположен таким образом. Отчасти прикольно, что багажник будет освещаться, а отчасти поток света может быть направлен на лицо ребенка, если вы используете автолюльку. Средний расход в автомобиле 11,5 литров за мой тест-драйв. Также очень хочу отметить, что качество картинки и выше. Качество картинки встроенного видеорегистратора очень хорошее, Full HD. Но, как вы понимаете, за все это время очень приходится ухаживать за приборной панелью, потому что она идет слитная с головным устройством, и скапливается очень много отпечатков пальцев на этой части. И здесь же, конечно, очень много пыли оседает, и когда вы немножечко протираете какой-нибудь салфеткой, оставляется царапина. Поэтому в любом случае желательно сюда наклеить дополнительную пленку. Ну и пластик, как я сказал ранее, очень сильно тоже повержен царапинам. На удивление, допустим, я вижу, что Exit и Cherry смотрят в сторону Peugeot Citroën, некоторой стилистикой дизайна в автомобилях. Но лучше бы они взяли и копировали сами материалы, потому что даже в Peugeot 5008 имеется тоже глянцевый пластик. Он вообще не скрипит ни в коем случае. И он как будто покрыт лаком. Любые царапины также на тестовых автомобилях не видны вообще. Они, конечно же, присутствуют, но они так не видны на солнце, как видны на этом пластике, который все-таки кажется весьма дешевым. По головному устройству действительно не хватает каких-то дополнительных опций, настроек. Все банально просто, примитивно. И очень понравился зеркало заднего вида, автозатемнение. Также в автомобиле просто превосходная обзорность благодаря правильному расположению боковых зеркал. Друзья, давайте сейчас я прорезюмирую вам про этот данный автомобиль вкратце. Давай, дружок, закрывайся. Сейчас мы от тебя отойдем. Автомобиль я специально не мыл для того, чтобы вы могли посмотреть все моменты эксплуатации, где как залетает пыль, где как работают уплотнительные резинки. Собственно, мы это все увидели. Но вот вы видите, даже достаточно к автомобилю близко отойти на несколько метров, и все равно он то открывается, то закрывается. Друзья, я хочу сказать так, то что все-таки это небольшая премиальность, но за основу этого автомобиля взят именно платформа T1X, уже такая, можно сказать, проверенная временем, но все равно этот автомобиль должен быть бюджетным, так как все-таки я вижу тот же самый Cherry Tiggo 7, обычную версию, но немножко в другом дизайне, немножко с другими моментами модернизации, ну и, конечно же, уже с более премиальными, правильными технологическими решениями. Но опять же, молодцы, что поставили резину Continental. Действительно, управляемость в этом автомобиле благодаря такой резине уже на класс выше. Также хочу сказать, некоторые доработки они сделали по сравнению с предыдущими Cherry. И хочу, конечно же, сказать, что Exit однозначно лучше по премиальности, чем сами автомобили Cherry. Тут они уже дорабатывают мелкие косяки, но и новые косяки, конечно же, могут встречаться, как я вам это показал в этом видеоролике. Но также я могу сказать, что ребята, которые работают в представительстве Cherry, а именно Exit, они прислушиваются к своим владельцам. Очень хорошее представительство у данного бренда, в отличие от Geely. И действительно, мы вскоре увидим модернизацию и исправление всех этих технологических косяков конструктива в новых партиях автомобиля. А те люди, которые купят данный автомобиль, я желаю вам добиваться справедливости, если в вашем автомобиле есть какие-то косяки, и чтобы вы всегда отстаивали свою гарантию. Потому что мы же покупаем автомобиль за свои кровные деньги.
И хотим, чтобы автомобиль служил нам верой и правдой, и никаких конструктивных косяков мы не хотим видеть в новом, совершенно новом автомобиле, тем более новой премиальной марки. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И до скорых встреч, друзья. Пока. Всем мира.